90 километрах от Канкуна расположен город Акумаль, и здесь есть также красивое природное озеро с чистейшей водой, куда мы решили отправиться понырять в масках и поплавать с рыбками. Из снаряжения потребуется только купальник, а маску и ласты здесь можно взять на прокат. И не забудьте взять с собой полотенце. Мы возвращаемся в Тулум по трассе с видом на Карибское море. Вид просто восхитительный. В Тулуме очень много разных ресторанов, и мы посетили один, который называется «Арка». Здесь хороший бар и также очень вкусное меню. Кухня, например, вот эта рыба с кокосом, просто обалденная. Estamos en Papaya Playa Project y en lo que llega nuestro equipaje les vamos a enseñar nuestra habitación. Пока мы ждем наш багаж, покажем вам наш номер в Papaya Playa Project. Es una habitación de una sola estancia, como pueden ver. La cama y el baño están en la misma habitación. Номер одна большая комната, и он разделен на две части. Одна часть спальня, а другая ванная комната, душ. И Se me figura un poco como si estuviéramos dentro de una cueva. напоминает немного пещеру, на самом деле, но очень-очень уютную пещеру. Algo parecido como en las cuevas de Capadocia. Да, кстати, чем-то напоминает Каппадокию. И Tenemos una terraza. здесь еще есть такая терраса. Сейчас уже темно, но покажем, какой вид отсюда открывается утром. И также, кстати, второй еще этаж. Y ahora vamos a subir para que vean la sorpresa que tienen estas habitaciones Сюрприз? en la parte de arriba. Окей. О, вау. И на втором этаже под открытым небом бассейн. Ahora es de noche, pero seguramente en el día podremos sentarnos en estos sillones y ver el mar desde aquí. Здесь еще кресло. Тебя не видно. I cannot see you during the night. Да, представим, что днем отсюда открывается еще море, по крайней мере, его отсюда слышно. И можно его наблюдать с этих кресел. Потрясающий номер. Просто вау. ¿Te gusta? Me gusta mucho. Sí. Me gusta mucho también. Так выглядит вид с крыши уже при дневном освещении, очень красиво. А это пляж, где мы завтракали, и вид из ресторана. Estamos en Papaya Playa Project. Vamos a tomar nuestro desayuno. Ya estoy tomando un poquito muy rico y unos refrescos muy ricos.
a beautiful ocean. Приятного аппетита. Классные фрукты и вообще завтраки. А это, например, в салате я впервые попробовала африканский лимон. Территория отеля очень зеленая, похожа на джунгли, мы даже полностью ее не обошли. И отдельно стоят вот эти вот домики, которые внутри как пещеры. Очень классно, особенно с учетом того, что есть наверху бассейны на крыше. Очень похоже на отель Азулик, чем-то напоминает, потому что он тоже расположен на деревьях. Wanna move my feet, wanna drink my wine. 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 Мы идем к ресепшн, так вот он выглядит, очень уютный, тоже и красивый внутри. Выселяемся из отеля и едем уже в новый город на машине. Wanna move my feet, wanna drink my wine. Los pueblos mágicos son, no recuerdo ahora, pero Lisa les dirá más tarde cuántos pueblos mágicos hay en México. Y estos pueblos son denominados así por el gobierno, los lugares atractivos, más turísticamente atractivos del país. Мы сейчас направляемся в Мериду, но на пути у нас город, который называется ¿cómo se llama? Pueblos mágicos Valladolid. Valladolid. И это один из город, один из магических городов Мексики. Они так и называются. Их много вообще по всей Мексике, и они являются наиболее туристически привлекательными городами для всех туристов. And what's located here in this town? Why it is touristically attractive? Hay varios conventos y fue también uno de los primeros ciudades que fundaron los españoles después de la conquista del Imperio Azteca. Они являются наиболее привлекательными для туристов, потому что это первые города, которые были построены после того, как конкистадоры завоевали Мексику, эту территорию. И это были первые города. Вот, посмотрим скоро, что нас ждет в Мериде. Вообще это является самым безопасным штатом на данный момент и самым спокойным. Очень много людей переезжают сюда именно жить. Вот, но здесь очень-очень теплый климат, в отличие от всех остальных городов в Мексике. Здесь вообще супер жарко. Мы прилетели в Канкун. Потом мы были проездом в Плая дель Кармен и плавали в Изла Кацумель. Утром мы переночевали в Тулуме, вчера поужинали. И сейчас мы уже в штате Юкатан, в Вальядолид, и направляемся в Мериду. Приехали в город Вальядолид, очень колоритный город с разноцветными зданиями низкой постройки в колониальном стиле, с храмы, соборы, очень красиво. Мы только что припарковались на местной парковке. Здесь есть такие городские также парковки, в которых можете оставить машину и дальше гулять по городу. Взимается почасовая оплата. И идем смотреть город. Привет! Привет!
We are in the Church of San Servasio, la iglesia de San Servasio, que es la iglesia principal de la ciudad de Valladolid. Como ustedes pueden ver, a diferencia de la Catedral Metropolitana o de otras iglesias construidas durante el periodo inmediato después de la conquista española, en estas iglesias se utiliza piedra volcánica, pero en esta iglesia es piedra distinta, no es piedra volcánica, sino piedra seguramente de pirámides que estaban ubicadas, zonas arqueológicas que estaban ubicadas aquí y que fueron habitadas por los mayas. Мы находимся сейчас в центре города, рядом с самой главной церковью города, которая называется Сан-Сервасион. И церковь сильно отличается от тех, которые мы видели в столице Мехико, так как она построена из совершенно других камней, из которых были изначально построены пирамиды, но они отличаются от тех, которые использовались для построек в Мехико-Сити, так как они не вулканические. Ya nuestra amiga de aquí estacionó su carro, aguas si viene, estacionó su carro bien, y ya a nuestra amiga le agarró la policía. Полиция. Полицейская машина. Let's continue working. Doggy, small doggy. Сейчас мы направляемся в центр, походить по центру города, посмотреть окрестности и, может быть, немножко что-то перекусить. И потом наш конечный пункт на сегодня, пункт назначения Мерида. Вообще, Юкатан, мы сейчас находимся в штате Юкатан, является самым безопасным штатом в Мексике. В самом центре нам порекомендовали посетить Choco Story, где можно попить горячий шоколад, очень вкусный. Также есть в этом городе Сеноте, там в центре города, тоже нам порекомендовали посетить. Открыто до почти 5 часов и стоит 40 песос, 40 песо. А здесь улицы, на которой находятся основные рестораны, в которых можно пообедать, поужинать. Мы направляемся в Choco Story. Мы находимся в музее шоколада. Я обожаю шоколад, и сейчас расскажу вам историю создания этого напитка и самое интересное, где вообще его сейчас производят. Изначально шоколадный напиток использовали только высшие слои общества и жрецы во время церемонии. Бобы обжаривали и перемалывали валиком, затем смешивали со специями, в том числе с чили. Затем растворяли в воде и взбивали до пены. Вероятно, шоколад происходит от слова на языке майя «шока», что означает «горячий», и «ха» – «вода», «шоко-ха». Также шоколад использовали в фармацевтике, доводили до кипения, настаивали и верхний густой слой наносили на кожу как мазь. Жертвоприношение было очень характерно для народов майя, так как жизнь считалась самой ценной, и ее отдавали, чтобы получить, например, огонь. Когда людям вырывали сердце, кровь смешивали с шоколадом и давали такой напиток воину, чтобы его силы еще выросли. В общем, жутковато. Древние народы жили на территории не только Мексики, но и других латиноамериканских стран. На карте отмечены пирамиды и другие достопримечательности древних цивилизаций. А Мексика также торговала, например, с Белизом, Гватемалой и Гондурасом. Здесь, например, вы видите аналоги скульптур, которые были найдены в пирамидах города Чичен-Ица, построенные древними цивилизациями. И такие фигуры, вероятно, использовали для жертвоприношения, а также тут была найдена посуда, украшения и вот эта нефритовая маска, которую надевали при захоронении.
купила органическую жвачку Bubble Gum в музее шоколада. Вообще, оказывается, Мексика является страной, где первоначально производился Bubble Gum. Он делался из деревьев, тропических лесов, чикца. И это совершенно другая жвачка, потому что она не содержит никаких консервантов. И американская компания, когда узнала о том, что в Мексике прорастают такие жвачки, такие деревья, стала использовать их и врубать, и производить. Вот так она выглядит. Чем-то напоминает, на самом деле, пчелиный воск. Современный способ производства какао очень похож на то, как его производили изначально. После того, как какао-бобы собирались, их помещали в сосуд для ферментации. Затем покрывали банановыми листьями и помещали в мешки. Первые 2 дня происходила алкогольная ферментация, затем мякоть плода начинала бродить и выделялся сахар, и превращалось это в спирт. Затем 7-8 дней какао-бобы ферментируются и затем уже сушатся около 10 дней, перемешиваясь каждые 2 часа. В конце какао должно иметь влажность не более %, и оно упаковывается в мешки по 60 килограмм. Я была супер удивлена, что существует более 3000 разновидностей какао, и вообще для упрощения их делят на 3 сорта. Крио, который выращивается в Мексике и белого цвета, и урожай его довольно мелкий. Форесто Рока наиболее урожайный, фиолетового цвета. Он из Африки, и 85% мирового производства приходится именно на этот сорт. И Тридайо – это гибрид 2 цветов. Основная разница в цвете бобов и вкусе. Здесь на карте показано, какие стран больше всего потребляют и производят шоколад. Потребление отмечено красным цветом, а производство коричневым. И еще здесь мы увидели много разной посуды, которая была создана именно для потребления горячего напитка, шоколада. Например, французский сервиз трембреусец, чашка с глубоким блюдцем. Она была создана для того, чтобы пить шоколад во время движения по повозке. Очень красиво. Уже позже в шоколад стали добавлять сахар, и для этого на территорию Мексики прибыли рабы из Африки, чтобы работать на плантациях тростника. Вы видите, как устроен уже современный процесс производства какао. По сути, это то же самое, но автоматизировано. Бобы обжариваются при 120 градусах, затем охлаждаются воздухом, дробятся, выдувается шелуха. При домашнем производстве, например, какао, масло не извлекается. И, наконец, тот самый местный шоколад, и реально очень-очень вкусный здесь. Мы спускаемся в Сеноты, которые находятся в центре города. Hola. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Bienvenidos al siguiente Sací. Si gusta, puede llevarse la foto con nosotros, amigos. Gracias. Tomarse la foto con nosotros. Es propina voluntaria, no tiene ningún costo. Yeah, okay. Let's do it together. Después,
Так, мы спускаемся с Сеноты. Эта Сенота находится в центре города. Кто-то плавает уже. Вау, очень красиво. Aqui? Opa. Еще вам покажу разноцветные здания. Здесь много очень красивой архитектуры, ресторанов, правда, некоторые из них сейчас закрыты, а магазинчиков с изделиями ручной работы. Можете еще зайти в бар крафтового пива. Мы тоже купили здесь пиво, очень внутренний двор красивый, но здесь нет особого меню, поэтому мы двигаемся в ресторан El Atrio с мексиканской традиционной кухней. При нас сейчас делают гуакамоле, и я хочу вам показать, насколько это вообще легко, и можно сделать то же самое в России, но при этом супер вкусно, и просто мексиканцы знают, какие пропорции, как вообще это готовить, и реально очень хорошие овощи. 3 авокадо, которые он мелко нарезает, и потом это все сминает. Туда же он добавляет нарезанный помидор и нарезанный белый лук, вы видите пропорцию, 1,5 больших ложки столовых, пол лайма и зелень, и перец и соль по вкусу, и маслом потом заливает все. И этот ужасный звук, это на самом деле птицы, и он реально так слышен на улице. Много птиц, которые живут в этом парке. Но это не круглый день, естественно, но, видимо, к вечеру. Впереди нас ждет еще потрясающее озеро с розовыми фламингами. Поэтому не пропустите следующий эпизод. А мы направляемся в Мериду. Пока-пока!